Приветствую вас, дорогие друзья, любители серии FIFA Manager. Наконец-то у нас вышел долгожданный мод, который обновляет игру на сезон 2024-2025. И мы с вами будем начинать сейчас новую карьеру. Будем начинать играть за футбольный клуб Манчестер Юнайтед. Здесь ставим галочку, будем играть с увольнением. Зарплаты у нас будут ежегодные. Начинаем с персоналом и отображаем общий уровень игроков и звезды талантов. Здесь выбираем первое трансферное окно. Трансферы нам будут недоступны. Играем с будущими трансферами и добавляем случайных молодых талантливых игроков. Здесь выбираем лиги по своему усмотрению. Я выбрал самые распространенные европейские чемпионаты. Это чемпионат Англии, добавил также Аргентину, Бразилию, Германию, Испанию, Италию, конечно же, куда же без них. Нидерланды, чемпионат Португалии, чемпионат Саудовской Аравии, чемпионат Соединенных Штатов, МЛС и французскую лигу. Всего получилось у нас 32 лиги в сумме. Ждем сейчас, пока закончится у нас прогрузка. Здесь будем играть, уже создан мною Рубен Амарим. У нас карьера именно за Рубена Амарима. Будем играть с личной жизнью, потому что будет у нас сын в команде в нашей юношеской играть 16-15 лет. Вот, поэтому будет очень интересно поиграть вот в таком вот формате. Здесь выбираем срок контракта на 2 сезона и выбираем наш клуб Манчестер Юнайтед. Здесь ставим галочку «Играть без сборной». Сосредоточимся только на клубе. Все силы бросим на него. И сейчас будем, значит, ставить цели. Цели у нас попадание в место в Лиге Чемпионов мы должны себе гарантировать. В Кубке Англии поборемся. То есть дойти до четвертьфинала минимально у нас задача. А в Кубке Лиги Европы постараемся дойти до полуфинала. Ну вот, собственно, и начинается у нас наша игра. Здесь нам показывают, что сегодня наш первый день в новом клубе. Здесь президент клуба Джим Рэдклифф ожидает от нас отличных результатов в предстоящем сезоне и ожидает, что клуб в этом сезоне выполнит поставленную задачу, а именно это место в Лиге Чемпионов мы должны ему гарантировать. И здесь наш главный спонсор выплачивает нам сразу же бонус в размере 2,6 миллиона, что тоже очень приятно. И сейчас мы стартовый состав, схему здесь, значит, выберем. Сейчас я быстренько здесь все сделаю и дальше с вами продолжим. Ну и, собственно говоря, вот наша схема. Мы будем играть по схеме 3-4-3, как и играет у нас в жизни Рубен Амарим. Стартовый состав. Здесь у нас я уже подобрал стартовый состав, который начнет у нас. Дальше будем, конечно, смотреть, кто как будет себя проявлять, и в зависимости от этого будем варьировать. В воротах у нас Анана, тройка наших защитников, это Мартинес в центре, Делик справа, Йоро. Слева у нас получается атакующий наш латераль, это Люк Шоу, справа Диого Далот. В центре у нас связка Фернандес и Угарте. И тройка нападающих у нас слева Решфорд, на острие Хёйлунд и справа Антони. Значит, наша семерка запасных футболистов. Это наш центральный защитник Харри Магуайр в запасе, Мазрауи в запасе, Казимира вместо Угарты будет на подстраховке, Коби Майну, Гарначу Диалу и Зергзей. Также у нас еще есть футболисты, которые остаются у нас пока что в резерве. Это Эриксон, Маунт, Эванс, Линделев, Тайлер Маласия, наш голкипер Байдмир и Том Хитон. И также вот молодой есть еще 19-летний парень, англичанин. Это Даниэль Гор. Он у нас центральный полузащитник. Скорее всего, мы отправим его в резерв, чтобы он получал там игровую практику, потому что, ну, место в стартовом составе ему
практически не гарантировано, а опыт пацану набирать жизненно важно просто. Здесь у нас, значит, что по календарю? У нас наша первая игра будет против футбольного клуба Манчестер Сити. Это игра «Щит Содружества». Здесь сыграем мы. Ну и дальше у нас первый тур начинается 10 августа. Будем играть дома, домашний матч против Фулхэма. И перед этим нас ждет, значит, собственно говоря, наше предсезонное турне. Мы отправляемся в Испанию. Сыграем 3 товарищеские встречи. Это будет Реал Вильядолид, Бетис и Вальяликано. Здесь у нас, значит, прописаны всем, я прописал цели тренировок в зависимости от того, на каких позициях они играют. Здесь у нас в данном случае Диого Далот, он играет на позиции правого у нас латераля. Для него важными являются такие показатели: навесы, разгон, скорость, в принципе, ускорение и позиционный отбор, выносливость, потому что бегать придется больше и очень много. Соответственно, для нашего нападающего здесь мы смотрим точность удара, сила удара, удары с лета, игра головой, ну и скорость рывков, чтобы можно было уходить от защитников в мгновение ока. В принципе, здесь по всем футболистам я расставил все, значит, тренировки, которые у нас будут. Здесь у нас касательно индивидуальных тренировок важно зайти в настройки тренировки и здесь скорректировать ее таким образом. Я вам сейчас покажу. То есть в зависимости от энергии, какая будет нагрузка у футболистов. Здесь все выставляем на 20, кроме, значит, если у нас энергия от 91 до 100, у нас стопроцентная загруженность на тренировке. Если у нас 80%, то от 81 энергия до 90, то всего лишь на 80%. Если от 71 до 80, это 50%. Все, что ниже, это практически 20%. То есть, чтобы футболист успевал восстанавливаться. И здесь ставим галочку «Автоматические настройки». Все, что нам нужно было здесь сделать. В тренировочных группах убираем, значит, недельное обновление, чтобы группы у нас всегда были сформированы и не менялись. И выставляем по принципу защитники, полузащитники и наши нападающие. Проверяем, что все было так. Например, Бруно Фернандеша, да, можно перекинуть и в нападение, но при условии, если он у нас будет играть под нападающим. Здесь он сыграет пока что в центре полузащиты, поэтому мы его относим к полузащитникам. Здесь, значит, что мы делаем? Очищаем стандартный план тренировок, потому что у нас есть свой. Мы сейчас его загрузим. Вот здесь он отображается как мой план. И здесь все тренировки до конца сезона для всех 3 групп. То есть это первая группа защитники, полузащитники, наш нападающий, голкипер, ну и резерв наш. После того, как мы выставили все наши тренировки, в принципе, можно зайти в разведку, дать указания всем нашим скаутам. Здесь я поставил разведать молодых футболистов и плюс дал задание следить за общую разведку Аргентины, общую разведку Англии. Вот. И, в принципе, пока что этого достаточно. Дальше у нас подтянется еще один с Португалии скаут. Мы его отправим именно в Португалию следить за португальской лигой, отслеживать там молодых талантливых португальцев. В инфраструктуре, значит, мы выбрали стройплощадку и дорожку для бега, чтобы быстрее бонус к фитнесу у нас был. Что касается тактики, значит, мы будем играть самоотдача на 70. У нас с более тяжелыми соперниками будем поднимать до 90. Удары от ворот ставим на 25, потому что будем более короткими передачами разыгрывать. Офсайд и контратаки мы пока что галочки не ставим. Линия защиты у нас высоко ставим на 55. Прессинг на 65, потому что будем давать нашим футболистам задачу переходить в случае потери мяча на половину соперника поля и стараться максимально быстро
вернуть себе мяч, чтобы снова угрожать сопернику. Плеймейкер у нас Бруно Фернандеш. Будем играть по всем фронтам, не только по флангам, но еще и по центру. Короткие передачи на 30, более рискованные пасы на 50 ставим, место навесов более из глубины на 30, высота подач более низкие на 30. И при угловых на дальнюю штангу стараться больше навешивать. И цель передач никого здесь не ставим, хотя у нас есть здесь Хёланд, но мы ставить его не будем. Теперь, что касается индивидуальных настроек, можете посмотреть, я сейчас быстренько все покажу. Значит, наши центральные защитники все полностью на балансе. Единственное, что чуть сзади остаются при атаке у нас Деликт. Но он подключается на стандарты, так как у него самый высокий показатель среди защитников игры головой. То же самое у Йоро, как и у Мартинеса. Все на балансе, все по 40. Дальше наши латерали. Им задача подключаться к атаке, поэтому ставим на 60. Никаких индивидуальных указаний не даем. Здесь аналогично у нашего Люка Шоу левого латераля. Два наших центральных полузащитника. Бруно Фернандеш более креативного плана, поэтому идет вперед на 60 ставим. Также ставим удержание мяча. Здесь у Гарты более оборонительного плана. Ставим ему держаться сзади при атаке, то есть опускаем забегание до 30 и ставим удержание мяча. Тройка нападающих. Здесь Решфорд, у него все на балансе, за исключением, что он на 60 ставим ему забегание, частота навеса на 30, то есть меньше подавать, больше идти вперед, протаскивать мяч и забегать, получается, в свободные зоны. Ставим ему галочку. У Антони то же самое, единственное, что мы подключаем ему дриблинг. У Хёйлунда забегание 60, все на 40 на балансе, бег в прорыв, удерживать мяча и подключаться на стандарты, потому что он достаточно высокорослый и должен бороться за верховые передачи. По движениям у нас наши латерали играют от своей штрафной до чужой штрафной соперника. Их задача, собственно, бороздить бровку и простреливать, навешивать на наших нападающих. Хёланд по центру у нас опускается глубоко для принятия мяча. Решфорд и Антони смещаются в центр, могут пробить, могут сыграть в пас. И в атаке у нас получается пятерка. Это наши латерали здесь подключаются и наша тройка нападающих. Здесь Бруно Фернандеш тоже идет вперед. А Угарте страхует, получается, центр поля. Ну и сзади у нас тройка центральных защитников. Посмотрим, как все это будет выглядеть в 3D матче. Пока что вот оставляем все так без изменений. И я забыл вам показать сейчас нашего, собственно, сына Рубена Амарима. Вот мы отправляемся в 15-16 лет. Вот он, Рубен Амарим. Его зовут Роман Амарим. 15 лет. Значит, талант 3 звезды из 5. Для 15-летнего это отличный результат. Это все сгенерировал у нас компьютер. Значит, стиль игры у него выжидающий, по характеру профессионал и отшельник. Левая нога у него рабочая. Значит, он у нас форвард. И под форвардом, то есть приоритетная позиция у него центральный нападающий. Но также может сыграть и на острие при этом. Поставим мы ему тоже развиваться, владение мячом, дриблинг, сила удара, точность и скорость навыка. В принципе, через 3 года, я думаю, может он уже выступать за первую команду Манчестер Юнайтед. Также у нас есть Амир Ибрагимов, национальность русский. Мы смотрим, что потенциал у него 4 звезды из 5, то есть хороший потенциал, дриблер. Играет также в атаке, поэтому будем пристально тоже за ним смотреть. 16 лет. Ростом он невысокого, но я надеюсь, что он еще наберет рост, поэтому будем следить. А также будем следить пристально за нашим резервом. Есть тут несколько хороших таких потенциальных футболистов. Вот один из них, наш левый защитник. Тоже будем за ним пристально следить. Может, кто-то и дорастет до основы. И вот у нас открывается, значит, такое вот меню. И нам нужно поговорить с командой. Что мы здесь будем смотреть? Ставим галочку «Я сторонник
дисциплины, будет ротация состава, за невыполнение установки будут штрафы, нет, мы не будем ставить. Атмосферу в команде хорошую мы пока что не будем гарантировать. Я буду следить за молодыми игроками однозначно. Кто будет плохо играть, будет отчислен, нет, не будем ставить. По инфраструктуре тренировочная база будет улучшена. И здесь мы выполним наши задачи на сезон, и мы попадем в зону Еврокубков. Я думаю, что пока что это все. Вот мы смотрим, подтягивается весь наш персонал, который не был нам доступен. Вот наш новый скаут из Португалии. И мы сразу же сейчас отправимся в наш персонал, найдем его. Вот мы видим, что вот он, у него особая страна, это Португалия. Переходим в разведку и отправляем его, собственно говоря, в Португалию. Пишем разведка, находим здесь в списке стран Португалию. Значит, ставим уровень оценки от 65, скорее всего, до 99 и возраст от 17 до 23 нас интересует. В этом диапазоне он будет искать футболистов. Ставим галочку «Вести поиск постоянно». И через неделю уже ждем от него первую информацию, которую он нам предоставит. Ну и вот, собственно, тренировочный лагерь. И мы видим, что физподготовка и сыгранность наиболее приоритетные здесь, в этой стране. А мы отправляемся в Испанию. Ставим сыгранность 6, физподготовка 8. Игровые навыки подтягиваем. Физические мы навыки подтягиваем. Ставим сыгранность на 7. Здесь физподготовка давайте на 9. И можно еще добавить игровые навыки на 6. Даже, наверное, не игровые, а физику подтянем. У нас очень много нужно сил. Мы знаем, что построение игры, скорее всего, или прессинг поставить. Что-то одно нам доступно. Давайте построение игры. У Рубена Амарима эта схема требует очень большой самоотдачи, то есть нужно много бегать, много прессинговать, то есть должна быть на высоком уровне физподготовка. Итак, наша команда провела предсезонную подготовку. Мы отправлялись в Испанию. И вот наши результаты. Против Вильядолида мы сыграли со счетом 3-3. Против Бетиса выиграли со счетом 3-1. Против Райя Валикана уступили со счетом 3-4. И против Кардифа мы сыграли 1-1. Итого мы провели 4 встречи. Сейчас у нас будет матч за финал Кубка Щит Содружества, так называемый, против Манчестер Сити. Это будет первая такая официальная игра перед началом сезона. Дальше мы сыграем с командой Фулхэмом на домашнем стадионе. Давайте сейчас посмотрим стартовый состав. Стартовый состав на эту встречу определился. У нас Гарначо вытесняет по итогам предсезонки Маркуса Решфорда со стартового состава. А Зиркзе вытесняет у нас Расмуса Хёйлунда. Антони по-прежнему на правом фланге, но в принципе Амадело смотрится неплохо, но пока что Антони в приоритете. В центре полузащиты все остается без изменений. Здесь Бруно Фернандеш и Угарте на замену, если что, Казимиру и Майну по позициям. Слева играет латерали у нас Люк Шоу, справа Диого Далот. В запасе у нас остается Мазрауи, который может сыграть как справа, так и слева. Ну и тройка у нас защитника Мартинес, Деликт, Йоро. Пока Харри Магуайр у нас присел на баночку. Давайте посмотрим. Здесь у нас по тактике поднимем до 80 самоотдачу. И посмотрим, Манчестер Сити здесь будет играть своей привычной схемой. Сразу даем пристально следить нашим футболистам за Холландом. И персональную опеку крайним нападающим даем, чтобы внимательно за ними следили. В принципе, наверное, больше
Нечего здесь добавить. Сейчас сыграем первый матч, более такой официальный, в режиме 3D. Начинается у нас эта встреча. Наша команда разводит с центра поля. Делик с мячом. Попытка забросить на Зиркзе. Гюндаган. Пас в разрез на Холланда. И Холланд здесь забегает в офсайд. Делик далеко вперед на фланг выносит у нас мяч. Гарначо обыгрывает Де Брюйне. Дальний удар и попадает в перекладину у нас Гарначо. Бруно Фернандеш здесь у нас долго думает. Отдает пас налево на Люка Шоу. Люк Шоу идет вперед. Здесь прострел Антони. И успевает Эдерсон его накрыть. Чуть-чуть пораньше пробил бы Антони. Это было бы более опасно. Отбирает мяч Нью Аки. Родри тащит мяч вперед. Пас на Грилиша. Здесь Далот висит у него. Грилиш уходит. Но здесь Йоро подставляет свою ногу. И это угловой. Фоден навешивает. Здесь Диаш. Попытка пробить через себя. И в офсайд здесь. В офсайде оказывается футболист Манчестер Сити. 10-я минута. Фоден. Не успевает его накрыть Мартинес. Фоден подает на Грилиша. И здесь Онана ошибается. Допускает глупую ошибку здесь Онана на самом-то деле. Зачем-то вышел он с ворот. Причем сделал это так неуклюже. И здесь без какого-то особого труда у нас забивает Джек Грилиш на 19-й минуте. И счет 1-0. Наша команда проигрывает. Здесь Зиркзе. Попытка удара. И опасно было. Головой. Бруно Фернандеш навешивает. Здесь Эдерсон выходит и выбивает мяч кулаками. Впереди есть пространство. Можно идти вперед. Справа Далот поднимает руку. Получает он эту передачу. Будет навешивать Далот. Навес. И на дальнюю штангу. И там Гарначо замыкает эту передачу. Все отлично сделал Диого Далот здесь. И Гарначо пробил в верхний угол. Здесь Эдерсон ничего не мог поделать. Мартинес заброс. И не доходит мяч до Зиркзе. Еще один дальний заброс. Антони с мячом. Пытается обыграть. Удар и гол от штанги. Красиво забивает Антони. Пробил из-под защитника. Эдерсон запоздал немножко с прыжком. 2-1. 39-я минута. Наша команда выходит вперед. Фил Фоден. Набирает он скорость. Смещается в центр. Здесь Мартинес против него. Подкат. И это 11-метровый. Холланд у мяча. И не попадает он в створ ворот. Пытался слишком примитивно пробить Холланд черпачком. Но не попадает он в створ ворот. Выбивает мяч головой Манчестер Сити. Здесь Люк Шоу идет в обыгрыш. Смещается в центр. Отдает пас направо на Диого Далота. Далот простреливает. Мяч доходит до Гарначо. Но здесь Эдерсон выходит из ворот. Забирает этот мяч. Обыгрывает он здесь Гвардиола. Идет дальше Диого Далот. Два футболиста там просят передачу. Далот. Пас на Гарначо. И Гарначо здесь забивает гол. 3-1. Отличный проход от Диого Далота. Здесь все-таки Эдерсон не успевает накрыть этот мяч. Мартинес, Гарначо. Пытается обыграть он Кайла Уокера. Кайл Уокер на этот раз не дает себя так просто обыграть. И здесь открытый у нас фланг. Люку Шоу нужно возвращаться. Фил Фоден с мячом. Он уже в штрафной. Прострел на Холланда. И Холланд сразу в касание бьет. Это гол. Счет 3-2. Здесь не удержали наши защитники Холланда в этой ситуации. Штрафной. Наша команда пробьет. Коби Майну. Пас на Люка Шоу.
Люкшоу здесь пытается обыграть Аканджи. Амад Диалло. Пас. И точно. И забивать здесь Диалло. 4-2. 10 минут остается у нас до конца основного времени. Длинный заброс на Холланда. Холланд сразу же бьет. Отклеивается он здесь от Деликта. Хороший был момент. Выносит далеко вперед этот мяч Эдерсон. Здесь Амад Диалло играет головой. Мяч у нашей команды. Здесь Аканджи играет. Снимает эту передачу с Маркуса Решфорда. Диалло. Пас на Мазрауи. Обыгрывает здесь Гвардиола. Находит штрафную. Прострел. Маркус Решфорд здесь. Джон Стоунс успевает накрыть Маркуса Решфорда. Опасный был момент. Коби Майну обыгрывает Силву. Идет вперед. И здесь пробил он неотразимо в девятку. Взял на себя игру Коби Майну. Здесь никто не смог ему помешать. Эдерсон вышел из ворот, но сделал это слишком как-то нерасторопно. 90-я минута, 2 минуты. И звучит в финале свисток. Завершилась у нас эта встреча. Наша команда добывает первый трофей в этом сезоне. Да, он, конечно, незначительный, но все равно приятно, потому что принципиальный соперник Манчестер Сити сегодня проиграл со счетом 5-2. Лучший футболист нашей команды становится Алехандро Гарначо. Забивает он 2 гола. Также у нас забил 1 гол Антони. Ну и хорошо у нас проявили футболисты, вышедшие на замену. Коби Майна у нас забил 1 гол. Также Амад Диалло забил 1 гол. И в целом команда сыграла достаточно хорошо. По статистике удара 8 ударов у нашей команды, 7 ударов Манчестер Сити. По ударов в створ 5-2. По владению мячом 56-44 в пользу нашей команды. Ну и лучший игрок вообще матча у нас сегодня это Алехандро Гарначо. Мазрау получает у нас небольшой ушиб пальца ноги, и будет отсутствовать он у нас 2 дня. Доход от кубка мы получаем 1 миллион, что в целом тоже неплохо, приятный бонус, хоть и небольшой. Давайте посмотрим, что у нас там дальше по календарю. Дальше по календарю у нас первый матч в АПЛ, игра против Фулхэма. Далее у нас отправляемся в гости к Брайтону. И вот интересная встреча будет дома против Ливерпуля, будем играть. На сегодня это все. Если вам понравилась эта карьера, она вам интересна, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите обязательно ваши комментарии, кого бы вы из футболистов хотели бы видеть в МЮ. Пишите ваши, накидывайте варианты по поводу трансферов. Всего вам доброго и до новых встреч.